Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Молодая семья на мели». Как вы видите, Тимин в очень хорошем настроении, что очень странно на самом деле, потому что я тут хотела пару деньков без вас побыть, без записи, немножечко поиграть, для того, чтобы в пятницу отпраздновать день рождения, то есть зайти с этой стороны, ну то есть с этого момента. Но на самом деле дела идут настолько плохо, что я решила, что вам будет интересно посмотреть, как я мучаюсь, как я страдаю, как меня бомбит от того, что у нас ничего не получается. Хотя, мне кажется, я уже в каждом челлендже об этом говорю, потому что я каждый раз выбираю какие-то очень тяжелые челленджи, я бы так сказала, но этот просто апофеоз всего и всего и всего прочего. Наверное, мне так плохо было только в начале фермы, когда у нас там не было электричества, была гроза, вот тогда мне точно так же вот. Мне было настолько же плохо, настолько же я не справлялась с ситуацией, как и сейчас, мне кажется. Потому что наши Тэмин и Сэмми должны, во-первых, учиться, они должны зарабатывать деньги, у них двое детей, маленьких детей, ну, к счастью, одна из них, Пайпер, в пятницу станет взрослой, но они должны все-таки, ну как взрослый, Тодлером она станет, немножечко полегче все-таки с ней будет, потому что Тодлером можно хоть как-то управлять, ну то есть ты можешь его отправить хотя бы покушать самостоятельно, а не будить каждый раз мамку с папкой. Вот, и нам, кстати, надо будет, наверное, делать перестановку, потому что у нас большая комната. Изначально, скорее всего, предполагается под детскую, потому что я как бы решила, что я не буду делать никакие дополнительные стенки, ну, то есть никакую внутреннюю перепланировку я не буду делать. То есть работаем с тем, что есть. Вот просто можно поклеить новые обойки, постелить новые полы, но новые какие-то, в общем, строить комнаты мы не можем. Соответственно, у нас большая комната, у нас двое детей. Я думаю, что логично будет отдать им эту большую комнату, а родителям переехать в маленькую. Но, скорее всего, все-таки это будет после того, как у нас Тодлер уже будет. У нас будет Тодлер и совсем малыш. Хотя, наверное, пока не стоит, потому что они будут друг друга будить, и, в общем, это не очень хорошо. Короче, я пока не знаю. Я уже не помню, если честно, что у нас здесь происходит. Давайте, во-первых, пол-пятого утра, как вы понимаете. Мы тут только проснулись. Ой, у меня досуг. А, еще я в прошлый раз, оказывается, случайно вырезала кусочек, где я брала подработку. Охотник за сокровищами. О, нас повысили. Мы просто были, мне кажется, водолазами, нет? Да, слушайте, нас повысили. Круто. Водолаз 3. Сами периодически изучают обломки затонувших кораблей и другие развалины. Я выбрала эту подработку, потому что, во-первых, она вечером, в это время уже нету точно никаких лекций. И то, что это была самая дорогая подработка, ну, то есть 77 миллионов за час, это было самое лучшее предложение, потому что все остальные там типа 10, 15, 22, ну, вообще несерьезные счета. А так она приносит примерно там 200-250 миллионов, там, в зависимости от того, во сколько она все-таки пошла на работу. Ну, в принципе, как бы нормальные деньги. Как вы видите, у нас есть деньги, вы представляете, мы можем продукты нормальные заказать, потому что мы так и едим, на самом деле, грибной супчик. А нет, мы что-то же приготовили такое более-менее овощное. Вот. Но все равно мы можем наконец-то заказать нормальных продуктов. И что я еще хотела? Я хотела, конечно, посмотреть, что она курсовую не дописала. У нее домашняя работа не начата, какой кошмар. Ну, сегодня она сегодня выходная. Еще я хотела попросить ее заняться фотографией, потому что, ну, можно этим заработать, короче. Я же сказала, что я не буду, ни писательством, ни художеством, ничем таким зарабатывать. Вот. И с садом у нас тут тоже как-то не особо, в принципе, только для собственного использования. Я тут что то продавала, но, как вы понимаете, не очень. У нас тут такой сад гигантский, что с него как-то не разгонишься. Только если, посадить какие-то супер-пупер дорогие, вещи. Но я больше склоняюсь к тому, чтобы все таки использовать вот этот садик для личного использования, то есть, садить то, чем они будут питаться. И, кстати, съезжать они тоже с этой квартиры не могут. Я думаю, что, со временем мы купим общественный участок, но это будет вообще не скоро, вообще. Так, что я хотела? Я хотела как-то её привести немножечко в чувство, и чтобы она все таки занялась, у нас домашкой, потому что вот эту курсовую у нас все прекрасно. Нам нужно только ее сделать, как бы, по сути. А еще у нас, мне кажется, нету наушников. Нет, у него есть, слушайте, наушники. Давайте он их, передаст, переместить в мир. Он ходит в туалет, и у него тоже, по-моему, все очень плохо.
Он сегодня нет, не выходной, у него сегодня вот эта лекция, анатомия для любителей. У него домашняя работа завершено, сдать выпускной экзамен, все, все хорошо. Так, домашняя работа, провести презентацию. Вот, у него презентация не закончена. Но давайте, пока он выложит наушнички, я там видела над нашей Пайпер, у нее, по-моему, общения ей не хватает. Ну, пообщайся с ней, а потом пойди в туалет. А наша Сэмми должна будет врубить себе музло и сидеть, наверное, делать курсовую. Я знаю, что это не самое лучшее время, но что поделать. У нас одни наушники на двоих, нам приходится их передавать из рук в руки, потому что... Хотя, наверное, стоит купить наушнички. Слушайте, ну мы же можем купить. Они, по-моему, 200 всего стоят. Ну, то есть не супер-пупер как-то. У нас опять эта вонючка. Я же говорю, что как-то у нас все так вроде все нормально, но вообще не все нормально. Все так сложно, жесть просто, я вам говорю. Я сама себе придумала это же полностью авторский мой челлендж. Сама придумала, сама страдаю, просто неимоверно на самом деле. Так, давай включайся. Так, университет, курсовые задания. По-моему, она редактирует. Вот, она хотя бы черновик написала. Ну, сдать, ну как-то это качество плохое. Вот редактировать. Нам надо поредактировать ее. Ну, это уже как бы, мы не с нуля это все пишем. Ты наушники одела же, да? Да, а почему, интересно, ей не предложили наушнички, а? Что это такое? Как я люблю эту музычку. Надо же хоть как-то себя повеселить. Так, ну что там, малышка уже не плачет? Не плачет наша малышка, мы с ней пообщались, какая она хорошая у нас. У нас тут уже пыль, грязь, мы ничего не успеваем. Ну ничего, когда-нибудь мы успеем. Прими ванну и все-таки поспи немножко. Кто-то из нас должен выспаться. Кто-то один. Ой, как она хотела общаться. Она просто хотела с папкой пообщаться. Понятно вам? Всем. Давай отменим ее последние действия. Вроде у них уже все хорошо. Засыпай, моя сладкая. Дай родителям немножечко прийти в себя, потому что 5:30 утра, я думаю, что они хотят еще хотя бы часик-два поспать. Так, мадам, ты у нас как тут? Ну, немножко получше. Слушайте, делать курсовую в наушничках — это очень хорошая идея. Надо, короче, покупать вторые наушники для того, чтобы как-то это все, ну, чтобы у них обоих было, чтобы не надо было передавать их так. Тем более, что у нас с деньгами очень даже ничего. Ну, что ты хочешь? Что такое? Скажи, что ты хочешь? К тебе папа придет, потому что мама занята. Может, ты хочешь тоже общение? Давайте пока пообщаемся. Он же уже практически закон. Нам еще душ, скорее всего, нужно поставить, потому что все-таки ванная не очень долго моются. Но это просто по времени очень-очень много. Я думаю, мы можем где-нибудь здесь стулить им душ. Например, вот эту штуку можно же вытащить на улицу. Слушайте, ну, пока у нас есть деньги, я думаю, что можно попробовать. На самом деле, мы еще сегодня ж фотками займемся. А мама в наушниках ничего не слышит, типа ла-ла-ла-ла-ла. Я не слышу, мой малыш плачет. Это, конечно, очень плохо, но по-другому не можем. Ей очень нужно сделать эту курсовую, потому что это самое тяжелое вообще. Ну, курсовую делать дольше всего, короче. О, все, папка пришел, все хорошо. Не кажется, ли там дымочек, нет? Поменяй пеленки ей. Нет, не общение ей хотелось. Покормить бутылочкой на всякий случай. Она все равно еще плачет, слушайте. А, подождите. Хорошую работу, хорошо, слушайте. Ну так, вроде более-менее. Давайте поспи тогда пока. Мне так нравится, как она еще не дошла, она уже тут спит. Заранее. Так, ты Мичик. Ага. Так, вторая малышка проснулась. Мне вот интересно, она сейчас заплачет, не заплачет? Давай. Вот, она не хотела. Да, иди, спи, потому что я сегодня на учебу. Ну что, вы заплачете или заснете? Давайте сделаем ставки. Что они сделают? Да иди уже спать. Ты спать хочешь, он там что-то сам себе внутри. Ну и что ты стоишь? Вот что ты стоишь? Давай тебя ускорим. Может, ты догадаешься, что надо идти спать, если я тебе сказала идти спать? Да, наконец-то он пошел. Ну что ж, они обе
Они обе проснулись и обе хотят, ну, в смысле, дочери, чтобы мы поменяли пеленки, давайте покормим их, потом покачаем, поговорить, поласкать. Ну, короче, стандартный набор. Сейчас оба родителя уже проснулись, они оба не выспались. Ну, да ладно, поменять пеленки, покормить бутылку. О, нет, не грудью, потому что бутылочкой гораздо-гораздо быстрее. Грудью кормят просто какое-то неимоверное количество времени. Вот, сейчас мы всех приведем в порядочек. Мы вас ускорили. Давайте еще на троечку. Как-то, о, все, как-то повеселее стало, да? Один есть хочет, один не хочет. Так. И сейчас ты тогда ее укачаешь, пойдешь покушаешь, и все-таки еще раз попробует поспать. Ой, ну, у молодых родителей это всегда так. Вы просто пытаетесь поспать, а нам уже как повезет на самом деле. Я надеюсь, у них какие-то есть остатки пищи. То есть такими, знаете, отрывками спать, а Сэмми мы тогда уже не будем отправлять спать. Она, наверное, у нас пойдет. Что она у нас пойдет, наверное, в туалет. Слушайте, надо. Она выключила, интересно, наушники, да? Да, она, ну, понятное дело, она пошла спать. Хотя у меня, кстати, бывали случаи, когда я засыпала в наушниках. Я думаю, у каждого такое было. И потом так страшненько, когда ты просыпаешься внезапно, а там какая-то такая песня играет, о которой ты вообще даже не подразумевал, что она у тебя есть. Это всегда очень смешно. Так, давай тебя, да, в туалет. Наушники мы тебе включили. И я бы, наверное, тебя попросила попылесосить, потому что выглядит все немножечко не очень, не очень. Так, что тебе? Взять остатки пищи. И давайте проверить. А почему? А, наверное, у него пылесос остался. Слушайте, я последний раз, мне кажется, его просила попылесосить. Угу. Угу. И пропылесосить, потому что у них еще чуть-чуть, и, короче, будет портиться настроение от того, что они в грязной обстановке находятся. А что это у нас такое страшное за звуки? Это соседи, что ли? Сказал, что? Это ё-моё. Какие соседи, это наушники. Так, все, обе малышки в хорошем расположении духа. Ну ладно. Пайпер скоро вырастет. Не так. Это Сол. А это Пайпер, да? А чё, мне кажется, они поменялись этими кроватками, слушайте. Мне казалось, что наоборот. Но нет, Пайпер, вот она. Так, ты идешь спать. Давай, поспи, потому что тебе еще надо идти на учебу. Тебе бы еще поработать, конечно, этим ежистом, мастером поёшки. Потому что неплохо, вы знаете, неплохо получается у них все-таки заработать этим делом. Мне кажется, очень даже ничего. Знаете что? Что я вам скажу? Что ты хотела? Что произошло? Почему ты не кушаешь? Вот, якисоба с овощами я хотела, чтобы она в прошлый раз приготовила. Что такое? Что мое хорошее? Эй, у нас электричество вырубилось, блин. Что я хотела? Пока у нас Тыминчик дома. Я хотела ее отправить, провести курсовую презентацию. Я думаю, что она успеет. Она более-менее нормальном настроении, конечно, хочет спать, но она придет и поспит. А Тыминчик не поел. Они почему-то подоставали тарелки, но кушать отказались. И это прям меня не радует. Так, ага. У тебя есть такой костюм, я забыла вообще. Смотри, какая она у меня стильная женщина. А ты с тарелкой пошла защищать курсовую? Ты серьезно, женщина? Это что-то такое новенькое, это что-то новенькое. Так, Тымину уже скоро надо... Кто это мне звонит? Сэмми? Хотите в клуб вступить? Не-не-не. Так, Тымин проснулся. Так, а ты где вообще, барышня? А что ты здесь стоит? А что ты домой не поднимаешься? Иди-ка домой, женщина. А как мы вообще сдали этот? Мы сдали уже, да? Вот, провести презентацию. Все. У нас, кстати, куча домашки. Нам надо на завтра сделать еще домашку, но сначала нужно выспаться. Подождите. У нас лето. Вот почему она переоделась у нас из-за обычной одежоночки. Что ты хочешь? Он уже на занятиях? Серьезно? Это он уже на занятиях? А он не сможет поесть на занятиях что-нибудь? Нет? Так, ты поднимайся, ты уходи. Ты не уходишь? Почему он не уходит, да? Скажите мне, пожалуйста. Так, ну наконец-то мы поднялись. Стучи, пожалуйста, посетить квартиру. Нет, я посещать квартиру не хочу. Я не то сделала. Я хотела постучаться просто. Я не хочу посетить. Мы же должны были... Нам же нужно было громко постучаться. Страшно.
Так, дети в порядке. Ну, иди тогда делай домашку, короче, пока твои соседи развлекаются, потому что нам нужно и ту, и сю, и сё, и ту, и сю. Как я элегантно выражаюсь, вообще потрясающе. Слушайте, у нас свет не пропал, хорошо. О, они перестали. Давай тогда спать. Насколько ее хватит? Я думаю, что ее ненадолго хватит на самом деле. Надо, когда Тэмин придет, надо, чтобы он починил вот эту штуку. Я надеюсь, его не убьет током. Я очень сильно на это надеюсь, потому что мы его тут уже однажды теряли в первый же день, получается, ну, практически в первый же день. Он у нас тут замерз от холода, но я решила это не сохранять. Слушайте, наконец-то на свету видны вот эти полочки, то не вечно в каком-то полумраке. Красивые такие, конечно, классные. Мне очень нравится. Это дополнение с комнатными растениями. Это пока что мое любимое. Так, Тэмин у нас вернулся с учебы. Он у нас вообще не очень. Трудится достаточно хорошо и знает что-то новое. Но похоже, что другие студенты учатся с большим усердием. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, он получит не хорошую, ну, не А. Я надеюсь, хотя бы на А с минусом. Потому что он голодный, он уставший. Так, а что ты там... Что-то он себе уже назначил, что-то он уже себе... Что это? Я не знаю, что это, но мы будем с этим бороться. Попытайся починить, пожалуйста. Что? Куда ты идешь, а? Что это? Что он делает? Почему он пришел, сел, ужаснулся и домашку взял в руки? Что это такое вообще? Что они делают, странные люди? Да, тебе нужно переодеться. Он сейчас еще перегреется. Отлично. Давайте его быстренько переоденем, потому что он у нас уже переохлаждался. Нужно ему, чтобы он еще не перегрелся. Что у нас тут? Жаркая погода. Жарко. Переодевайся, пожалуйста. Что? А почему ты положил-то? А? Странный ты человек. Он сначала пойдет починит. Ой, у нас тут малышка. Кто у нас? Пайпер. Что, Пайпер? Что, моя хорошая? Что ты плачешь? Мама сейчас освободится. Давай, что у тебя? Вроде не пеленки. Поговори, поласкай, покорми. Мама, конечно, сейчас упадет уже. Но что поделать? Потому что папа пока сильно занят. Так. Ну что, ты починил? Ну так пойди покушай. Ну сначала переоденься, потому что я переживаю, что тебя... Да, а, все. Он переоделся. А то я переживаю, что действительно с ним что-то случится. У нас уже есть какая-то... С пищей что-то случилось. В общем, надо еще еды бы заказать им, да? Надо было, конечно, его отправить к малышке. Я переживаю за нее. Что она у нас так долго плачет. Это не очень хорошо. Ага, ты у нас отменила себе действие, потому что ты сейчас уснешь, да? Ага, что это? Вот ты тоже сейчас пойдешь в ванную и сядешь, и... Да. Что это такое? Что это такое? Что это за маразм? Вы мне скажите, пожалуйста. О, она еще на работу должна. Вы серьезно? Вы серьезно? Пожалуйста, пойди хотя бы вздремни, потому что ты сейчас упадешь. Папаша, вступайте на смену, потому что маме еще работать. Ой, кошмар какой. Это просто что-то как-то не очень. Я тебе все отменила, ты тратишь это время драгоценное на то, чтобы ходить туда-сюда. Ну что это такое? Кто так делает? Если ты хочешь спать, и тебе разрешили поспать, то ложись и спи. Не трать... О, еще вторая малышка. Не мой, пожалуйста, посуду. Я сейчас за тебя помою. Ага, у тебя точно дымочек. А у тебя непонятно. А есть, слушайте. Он еще моет, серьезно? То есть его малые разрываются, а он там посудку стоит, такой ла-ла-ла. Слушайте, надо срочно покупать им наушники, потому что они должны в них ходить постоянно. Потому что они постоянно... У них с досугом проблемы, потому что телек они не успевают посмотреть. Мне кажется, они не будут покушать. А нет, слушайте, она покушала. Покорми его из бутылочки. Ее. Так, ага. Ты у нас уже должна была вообще-то на работу идти, но у тебя так все плохо. Мне кажется, ты не выдержишь на этой работе. Но идти надо, прости, моя хорошая. Я знаю, у тебя как-то... А что не показали? Мне такой симпатичный водолазный костюм на этой работе. Ладно, деньги нам все равно нужны. Ну да, не очень.
Все немного... О, хорошо, малышка уснула, какое счастье, слушайте. Ох, так что мы должны... Мы должны курсач, кстати, о, не курсовую, а этот, презентацию, потому что он еще не закончил вообще. У него тут все плохо пока что. Улучшить и упорядочить. И нам домашку еще нужно на завтра делать. Что у нас завтра? У нас завтра четверг. У нас в четверг вот это... А, домашняя работа. Слушайте, ну хорошо, хоть что-то. Ну, то есть нам нужно провести презентацию вот как раз поэтому. Ну что ж, доброе утро, доброе утро. Опять 4:30 утра. Никто не выспался, потому что была бесконечная канитель. Из-за наших деток у нас тут появилась мышь, которая всех будила, видимо, шуршала, я не знаю, что происходит. Но мы, как обычно, все не выспались. И надо, во-первых, малыша, кто у нас, что ты хочешь? Я тебя только недавно что-то с тобой... Ага, ты хочешь внимание. Внимание, внимание, ребенок хочет внимания. Надеюсь, у нас есть еще еда. О, это хорошо. Так, ты у нас в неплохом настроении, кстати. Он вчера закончил. Во-первых, я ему купила наушники, наконец-то. Презентация превосходна. Давайте посмотрим, что у него сегодня. У него сегодня в четверг, правильно, провести презентацию. Домашнее задание завершено. Давайте домашнее задание вот здесь у нас сделаем. Вот это точнее, чтобы пока у нас есть сила, нам нужно быстренько делать все домашние задания. Мы, конечно, про зарабатывание денег вообще забыли, потому что у нас просто нету сил на это дело. У нас только Сэмми теперь ходит официально на работу. Она у нас кормилица в семье, она хотя бы свои 200 миллионов, но приносит. Так, что ты там? А вот у нее на самом деле с учебой вообще полная опа вообще, потому что у нас сегодня 2 этих, а у нас вообще ничего. То есть мы ничего не сделали. Нам нужно срочно делать домашнее задание, потому что... потому что... Она вообще должна быть отличницей, на самом деле. Она у нас академик. Вот эти вот приглашенные преподаватели, это нам придется на кабинет в университете, чтобы посетить лекцию. Короче, нам надо будет когда-то в городок съездить. И... Ну вот чего ты... Вроде бы уже никто не платит. Что за звуки? Все, у нас завтра уже день рождения Пайпер. Будет немножко... Я очень надеюсь, что будет хоть немножко полегче, потому что я просто не выдерживаю, честно, этой нагрузки. То, что они вообще не спят, я их прекрасно понимаю, когда ты не выспавшийся. Это просто немножечко все плохо. Так, ага, ты у нас практически доделал. Давай мы тебя покормим. Потому что наша мамочка должна срочно... Вот у нее с домашкой прям вот надо ее делать. Вот она, видите, не стала тратить время на то, чтобы мыть посуду. Она просто взяла и все. Сидят такие, домашку делают, малышня плачет. Ну, что поделать, мы не можем оторваться. Так, ты же уже практически доделал. Еще чуть-чуть, еще немножко. Главное, чтобы нам не выслали предупреждение о том, что покормите своего малыша, а то он плачет. Так, ну он наконец-то доделал домашку. Я надеюсь, полностью доделал ее. У нас уже расплакался второй малыш. Ох. Давайте проверим, он все-таки доделал или просто бросил, потому что они такие товарищи, которые могут просто бросить, там на 75% доделать, завершено, ты молодец, слушай. Ну что ты опять хочешь, что это за такое, раз такое, ты хочешь внимания, наверное. Дымка я не вижу. Моя хорошая. Ну, он постоянно в плохом настроении, на самом деле, ходит на учебу, а это вообще нехорошо, вообще, потому что он нам все время пишет о том, что он, ну, короче, что-то неправильно, он не берет максимум от своего образования, и, конечно, я его понимаю, потому что вторая малышка проснулась, нельзя сейчас спать идти, а у нее точно дымочки есть, помяни пеленки. Все, я уже заработался. Помяни пеленки добрым словом. Почему ты отменил поменять пеленки? Почему? Ты должен поменять пеленки. Я знаю, что ты хочешь спать. Ну а что поделать? Что поделать вообще в этом мире? Так, ага, стали хорошими друзьями. Прекрасно, давай мы тебе включим ненадолго наушнички. Через час, серьезно? Она вообще никакущая. Это кошмар. Я хотела ей включить наушники. А они, вот они. Что у нас, мне кажется, там что-то еще было у нее в багажнике.
рейтеру. И попробуй поспать, конечно. Если ты успеешь, то это будет вообще шикарно. Но что-то у меня сомнения есть. И у нее же сегодня вот с 9:30 и потом с 11. Шикарно. Она вообще ничего, не выспится. Ей нужно еще закончить курсовую работу. Слушайте, а в каком у нас состоянии курсовая работа? Так, университет, курсовые задания, курсовая работа. Она у нас в превосходном, отлично. Можно сдавать, слушайте, ну хорошо. О, она легла спать, она легла спать. Она легла спать. Отлично, она хотя бы полчасика поспит, слушайте. Ну, хоть что-то хорошее. Она вообще должна быть уже давным-давно на занятиях. Что ж, наша Сэмми уже сходила на занятия, на самом деле она уже вернулась, успела немножечко поспать, но совсем немножечко. Давайте ей включим наушнички. И наш Тэминчик, по-моему, уже вернулся с занятий. И я успела, пока, в общем, Сэмми там бегала между занятиями, отправить его провести презентацию. Вроде как все нормально прошло. Сейчас откроем, кстати, панель и посмотрим. У меня здесь где-то были сообщения. Так, мои хорошие, что вы хотите? Нет, не грудью. Это всегда плохая идея, плохая идея. Не знаю, что они хотят. Ты, Мин, ты где? Ага, ты дома. Хорошо. Вот у него все не очень. Опять у нас трудится достаточно хорошо, знаешь, что-то новое, но, похоже, другие студенты так отправляются на занятия, отправляются задеть снимают. Ага. С уверенностью создает домашнее задание, выжимает из леса, все. Вот сами хорошо. Ну, ладно, останемся при этом. Так, ей, кстати, еще нужно сейчас курсовую отправить, потому что она у нас уже превосходная, что не может не радовать. Давайте здесь посмотрим. Домашнее задание завершено. Так, у нас же все не будет, поэтому у нас проведено. Вот, он завтра должен быть в идеальном настроении, в идеальном, вот честно. Надо, кстати, его, наверное, слушать. Надо его отправить спать просто во вторую. У нас же есть вторая спальня. Чё я парюсь? Потому что он очень хочет спать. Давайте его пока отправим спать, потому что ему нужно до завтра более-менее привести себя в порядок. А с Эмми у нас уже, в принципе, все, потому что у нее уже там среда, четверг, точнее, вторник, четверг. Все, смотрите, как круто. А почему не начато? Она же уже сходила вроде бы на занятия. Хм. Ну, она уже вроде не должна ничего. Никому ничего не должна. Давайте с детьми разберемся. Так, тебе нужно поменять пеленки. А тебе не надо? Тебя, видимо, все-таки просто покормить. Давай, иди, занимайся детьми, пока твой муж немножечко отоспится. Потому что он уже немножечко не в форме, не в форме. И чё? Ага, ты все-таки кушать хотела. Ну, хорошо. Слушайте, наушники — это гениальное изобретение. Это гениально, я считаю. Так, Тыминчик у нас лег. Отлично. Надо все-таки, короче, отселяться от детей, потому что они немножечко утомляют. Ну, это нормальная как бы история. Просто надо по очереди, было спать. Вот в чем моя ошибка на самом деле. В том, что надо было все-таки хотя бы один ночью дежурит, второй отсыпается, потому что вот... Ну, лучше поздно, чем никогда, я считаю. Лучше поздно, чем никогда. Так, ну что, давай меняем пеленки, а то себе скоро пеленки надо будет менять. Так, давайте-ка. Ой, у нас унитаз. Нам нужно все почистить. Ой, еще и работа. Ой-ой-ой-ой-ой. Но мы успеем курсач отправить, и все, я буду спокойна, потому что у нас останется только экзамен у нашего Демина, и все. По учебе хотя бы все, на самом деле. У нас же все превосходно. Давай, сдавай. И потом пойдешь на работку. Потому что мы уже немножечко, ну, слушайте, более-менее все неплохо. То есть, кто у нас плачет? Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Ты, наверное, хочешь кушать. Ну, сейчас мамка все сделает и придет к тебе. Я надеюсь, у нас тебя не заберут за это время. Ну, то есть, я, во-первых, нашла способ как-то Мину выспаться перед экзаменом, потому что все-таки я, наверное, сейчас немножко поспит, и я его отправлю. Там же можно на компьютере еще немножечко позаниматься, чтобы, ну, улучшить свои оценки, потому что, мне кажется, он как-то не очень, короче, не очень. Хотя презентацию он хорошую сделал, а все остальное у него как бы вот где экзамен, что у нас здесь? Анатомия для любителей. Вот надо позаниматься будет. Сейчас мама все сделает, приведет в порядок. А она отправилась на работу, а у нас дети оба. Нам надо, блин. Оба два. Кто уснул?
Плакал и уснул. Ну что ж, у нас большой день сегодня, наконец-то пятница. Во-первых, у нас день рождения нашей малышки Пайпер. А второй момент, у нас, во-первых, экзамен у нашего Темина, который должен был выспаться, но почему-то он весь красный. Сейчас я выясню, почему. И у нас сегодня придут оценки вечером, и мы сможем записаться на следующий курс. В общем, день должен быть прекрасным. И наша Сэмми в таком хорошем настроении, кроме душа, потому что, в общем, она опять, ну, точнее, не она опять, но у нас Тэмин умирал, и вот Сэмми тоже пригрозила мне, что она вот сейчас умрет от того, что она не может спать. Короче, тут был шум, тут были дети, а Тамина я все-таки отправила спать. И в итоге, да, я ей немножко улучшила потребности, иначе мы бы лишились нашей главной героини. Я себе сделала такую маленькую поблажечку, один разочек, и я себе это позволила. Так, ты у нас вообще без душа. Вот, ты, Минчик, что такое? Ты хочешь туалешечку? Ну, давай. Почему я таким сюсюкающим голосом говорю в последнее время? Это какой-то кошмар. Но зато вот после того, как она в середине ночи заявила о том, что она сейчас умрет, если она не поспит, а поспать она не могла, она сделала, во-первых, еду. Она же должна была. Я, я. Мы успели, правда? Засунуть в холодильник. Я забыла ее засунуть в холодильник. И она пару раз у нас пропылесосила и удалила не наших, этих мышек. У нас и здесь были мышки, и здесь были мышки. В общем, она их поудаляла. И немножко пропылесосила. Как вы помните, если у нас сильно все загрязняется, то один раз пропылесосить вообще недостаточно. Так, отжимаем. И чего? У нас одна малышка. Что ты хочешь? Ты же ей поменяешь пеленки, правда? Правда? Честно? И потом пойдешь в душ. Да, все, она меняет пеленки. Сейчас она пойдет в душ, потому что они, если вот в крайнюю какую-то степень уходят, у них какой-то м, нужда ихняя, они начинают в последнее время очень сильно жаловаться. Мне кажется, такого раньше не было. Еще они от гнева могут умереть, еще чего-то. Ну, кстати, надо помыть ванну, потому что она сейчас мне скажет о том, что ужасная ванная, она испортила мне настроение, потому что она грязная. А еще ей сегодня не надо на учебу, поэтому я думаю, она займется уборкой. И я уже вторую серию подряд, а точнее уже целую неделю симошную пытаюсь её заставить сделать хотя бы пару фотографий, чтобы их продать. Но мы, кстати, можем порыться в карманах, что не может не радовать, потому что, мне кажется, какие-то у нас симулёнчики там есть. А еще у нас сломались вот эти вот штуки, и мы разобрать на детали можем. Это тоже хорошо, на самом деле. И продать. Мы можем все продать. Продать все. Продать урожай яблок. Давайте продадим хотя бы чуть-чуть, потому что у нас что-то совсем. Продать все. А что у нас здесь интересно? Картофель. Ага, у нас уже закончились действия. Так, ты ты у нас должен быть сегодня в идеальном настроении, просто в идеальном. Насколько тебе идти? Он вчера, кстати, сидел, занимался. И когда уже совсем не мог заниматься, он только пошел спать. Так, выпускной экзамен анатомии для любителей. Давайте его отправим заниматься, потому что я хочу все-таки, чтобы он так, курсовые вот. Учиться, готовиться. Готовься к предмету. Я хочу, чтобы он продолжал. Нет, не хочу. Я передумала. Вы знаете, я почему-то взяла и передумала. Вот что ты хочешь? Что ты кричишь опять? Ну что это такое? Что это за такие существа маленькие, смешные, которые постоянно плачут? Так. Тебя надо успокоить. Я надеюсь, после этого как бы она успокоится, и мы все-таки пойдем позанимаемся, и заодно у нас Сэмми уже на самом деле освободится, я так думаю. Так, университет, надо все заново учиться, готовься. У нас чуть-чуть времени осталось, на самом деле. Что ты там? Ты чистишь ванну. Хорошо. После этого ты принесешь нам немножко денег. Ну, кстати, хорошо зарабатывает на этой своей работе. Вы знаете, она 200, там, 200 с хвостиком получается. Получает, и, ну, неплохо, хоть какая-то стабильность, потому что Тимин же у нас, типа, должен был заниматься йогой, но из-за детей, из-за всего он не успевает. 25 миллионов, это круто, я считаю, очень даже. Так, детишки, один спит, другой, ну, нормально, хорошо. У нас же еще есть вот эти вот
Мы можем продавать детали. 7. Ну, нормально, нормально. Я считаю, нормально. Так, слушайте, пока мы на балконе, пока у нас все в порядке. Так, ага, хорошо. Я считаю, что нужно срочно сделать хотя бы пару фоток. Мне кажется, здесь на балконе это выйдет очень даже хорошо. 12. Так, а что я на паузу поставила? Ладно. Ага, на садоводство. Мгм, мгм. Вообще у нас должен был этим заниматься Тмин. Но, короче, всем занимается Сэмми. Она у нас такая женщина, что тебе не нравится. Ага, вот все-таки ванная. Да, ей не понравилось. Да что такое? Не могу открыть. Ванна низкое качество. Ну, у нас пока не получается нормального качества. Мы же можем на телефон фоткать, да? Я же помню, что-то такое было. Мгм. Сфотографироваться сфотографировать. Давайте попробуем сфотографировать или нашу стенку, или еще что. Нет, я не хочу его. Одна ты не можешь? А что ты вообще, что-то ничего ты не можешь? Просто сфотографировать, вот. Просто сфоткать. Надо как-то эти, короче, горшочки расставить, потому что они у нас как бы есть, но их как бы нету. И это обидно, если честно. Все, ты не можешь продать все. Ну, все, да, давайте. Начнется через час. Ага. Ой, это так вот у нас все произошло. О, слушайте, вот, смотрите, какой пейзажик получается. Мне кажется, очень даже неплохой. Давайте сфоткаем. Что еще можно сфоткать-то? Почему я не могу отъехать? Мне вот интересно. Я же могу? Нет? А, нет, наклонить вниз, вверх. Почему я отъехать не могу? Мне чисто интересно. Что такие... Вот, полочка, слушайте. Вот раз полочка. Ну, вот так вот полочку мы еще одну сфоткаем. Ну, хоть как-то. Окей. Так, ну вот так вдаль еще. И такой просто индастриал пейзаж. Окей. Так, ну мы, короче, все сделали. Давайте глянем, что мы за это можем заработать. А чё у нас, кстати, не прокачался никакой? А чё ты что такое? А, ёшкин кот. Супришка. Ай, он в плохом настроении. Что ж ты будешь делать-то, а? Ай, вы посмотрите на него. Он так нервничает, что у него жуткий дискомфорт. Это я специально его отправила, чтобы он выспался. А он, блин, жутко нервничает, он зубрит перед экзаменом. Пылесосить. Почему-то у них от пылесосения улучшается настроение. Я хотела глянуть, что у нас тут по этим фоткам. Смотрим. 9, 10, 1, такое 2, 2. Ну, давайте-ка их продадим все. 24. Слушайте. Ну, это лучше, чем ничего. Давайте еще вот эти продадим. Так, 30. Слушайте, мы неплохо заработали. Практически 207 миллионов. Мы порылись в карманах, мы сделали фоточки. Давайте-ка, пока наши дети спят, Тымин у нас тут пылесосит, отправимся постираем, потому что у нас а, немножко уже все протухло. Пока у нас есть время. Давай, Тыминчик, иди пылесось, успокойся, пожалуйста. Все, иди. Давай. Тебя сейчас уборка всегда успокаивает на самом деле. Это хорошее дело, ты сейчас немножечко расслабишься. Давай, расслабляйся. Ты должен хорошо сдать экзамен. У тебя все получится, ты молодец, ты хорошо учился, у тебя все хорошо. Нам сегодня еще надо вырастить малышку. Ну вот он сейчас как раз вернется, и мы, кстати, отпразднуем день рождения малышки. Тебе же вроде уже пора идти, нет? Вот, а через 1 минуту. Вот, видите, дискомфорт. Вот, вот, он уверенный, хорошо. Зубрежка перед экзаменом. Вот, 0 минут, отлично. Все-таки орудовать пылесосом это была хорошая идея. Хотите хорошо сдать экзамен, ловите лайфхак от меня. Пылесосьте перед этим. Он пошел супер внимательным.
ни следа пыли. В общем, он очень классный, он поборол свой стресс. И я считаю, это вообще идеальный вариант. Мне кажется, он хорошо все сдал. Давайте посмотрим. Тамин с уверенностью сдает домашние задания, выжимать из лет. Короче, я надеюсь, у нас все будет хорошо. Я предлагаю идти и растить малышку. Потому что надо, короче, чтобы кто-то из них стал тоддлером. И это будет Пайпер. Давайте ее папочка повзрослеет, и мы на этом закончим, потому что и так серия гигантская. А в следующей серии вы узнаете, как они сдали экзамены, как прошла их первая экзаменационная неделя, ну, точнее, учебная, не экзаменационная, учебная неделя, и вы узнаете, как все у нас будет продолжаться. Что ты там плачешь и плачешь? А сейчас мы узнаем, какой станет малышка Пайпер. А еще нам будет, кстати, в следующей серии, ну вот буквально через пару часов, у меня лично надо будет, что нам надо будет? Сделать перестановочку. Ты где это, Минчик? Иди, мой хороший. Ты еще в пижамке ходишь. Он в пижамке пошел и в пижамке и так и ходит. Ну что, давайте ждем с нашего папу. Так, давайте на секундочку. Буквально на миллисекундочку. Презентация проведена, домашняя работа завершена. Сдан выпускной экзамен, домашняя работа завершена. Так, презентация проведена, домашняя работа завершена. Не начата. Вот мне интересно. Давайте пока она все-таки сделает домашнюю работу, потому что мне кажется, что она это важно. Так, все. Наша малышка вырастает. Пока она у нас внимательная, надо. Так, как она будет выглядеть? Пайпер взрослеет. Давайте случайную. Она у нас прилипчивая, моя хорошая. Окей. Ой, какая хорошенькая, она на Сэмми похожа, вы посмотрите. О, интересно, а вторая будет на Соул, на Тамина похожа, потому что они уже у нас так по именам разделены. Какая хорошенькая девочка, вы только посмотрите на эту малышку. И она еще так смешно одета, слушайте. Я прям даже не хочу менять, смотрите. Какая очаровашка! Просто невероятной красоты ребенок. Вы только на это посмотрите. Это просто что-то сказочное. Она потрясающая красотка. Ой, класс. Я не ожидала, что у нас будет настолько красивый ребенок. Так, а потом она пойдет работать. Ну, хорошо. В общем, у нас потрясающей красоты ребенок. Она, мне кажется, взяла все просто самое лучшее от своих родителей. И она безумно красивая. Я считаю, это идеальное время для того, чтобы закончить эту серию. И повторюсь, в следующей серии мы уже продолжим, узнаем по поводу университета. Но самое главное, что одна из наших дочерей выросла в тоддлера. И я надеюсь, будет полегче. Хотя бы чуть-чуть полегче. Нам еще надо сделать будет перестановочку. В общем, займемся всем этим в следующей серии. Так что не пропускайте, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте там колокольчики, все на свете. Скоро будет новая серия, так что пока-пока, до новых встреч!